Друзья, здравствуйте! Сегодня формат, который вам очень нравится, формат живого общения, живого интервью. И я к себе на канал пригласила своего прекрасного друга Артема Лыскова. Артем актер и преподаватель, и в Нью-Йорке я к нему хожу на актерские классы, на актерские занятия. Я в каком-то видео это упоминала. И вот сегодня мне захотелось с Артемом пообщаться, и, может быть, он нам расскажет что-нибудь интересное про актерскую профессию и про жизнь в Нью-Йорке. Да, Артем? Расскажу. Здрасте. Так, ваша машинка. Некогда мне с вами тут чаи гонять. Ты что, стрелять начал, полудурок? У нас все мужики были готовы на все. Я вас правильно поняла? Здрасте. У нашего подъезда тёлка валит ботана какого-то. Лучше не вспоминать. Уходи! Я тут при чем? Приказ директора. Да, я, может, не 15 лет в милиции. Поставь банку! По гостяшкам поняла, да? По гостяшкам! Я с детства боюсь одиночества. Скажи, пожалуйста, как ты решил стать актером? Ты с детства знал, что ты хочешь играть в театре, в кино, или это как-то спонтанно к тебе пришло? Это сложный вопрос для меня самого, потому что, если забегать в бэкграунд, самое начало, я вообще закончил физмат-класс. Я учился в физико-математической школе всю жизнь и программировал. И То есть вот с актерством никак не связано? ну, вот как бы, вот сейчас я расскажу, ты поймешь, что я имею в виду. И казалось бы, да, ну, ничего с актерством мне не должно связывать, да, потому что физмат-школа, программирование, все дела. И ты знаешь, ну, параллельно у меня вообще есть такое ощущение, что как будто, вот я когда вспоминаю, например, свое детство, что как будто я жил несколько детств одновременно. Так, Потому что вот у меня была одна история, то, что я программировал, то, что я увлекался компьютерами, вот чинил все компьютеры, занимался программированием, учился в физико-математической школе. А другая сторона, это вот как театральная. Я вообще в театр попал изначально, наверное, лет в 9, как зритель. По-моему, это была одна такая, знаешь, как раньше в школах тогда, в российских, нас всех водили в театр. Конечно. Помнишь? Да, конечно. Я, кстати, не знаю, сейчас есть такая штука или нет, но вот раньше нас всех тогда водили, и был, так называлось это слово такое смешное, культ-поход. Помнишь? Культурный поход, да, культ-поход. Культ-поход, это такое старое слово, его сейчас уже, наверное, и нет в обиходе. И вот у нас был какой-то такой культ-поход, и я попал вот в театр. В городе, где ты жил, да? В городе, где я жил, да. Я жил в городе Вологда. Он очень, кстати, популярен среди иностранцев. Я знаю, что у тебя очень много количества зрителей, которые... Все наши зрители, да, иностранцы, да. Вот когда приезжает кто-то в Россию, едут обычно в Москву, в Питер и, как ни странно, в Вологду. Потому что в Вологде, в Вологодской области есть Санта-Клаус, Дед Мороз. Серьезно? Да. И вот Дед Мороз это Вологодская область. Подожди, Великий Устюг, Великий Устюг, что ли? это ладно, Вологодская я не область, знала, да. Господи, надо же. И плюс там, я, наверное, тоже новое слово произнесу, да, для твоих слушателей, называется конечно. кружево. Кружево. Я даже не знаю, как это по-английски, это потрясающая такая... По-английски это lace. Это вот такое как бы произведение искусства, да, когда из ниток делаются какие-то узоры наподобие, наверное, может быть, как узоры от мороза на стеклах. И лен. Это все Вологда. Интересно. Кружево, лен. А вот такие истинно русские, такая вот, если представлять истинно русскую такую одежду, да, классическую, то она вот такая льняная вся, да? Льняная, береста, такая, знаете, какие-то из бересты какие-то украшения, какие-то обереги, да, и вот такой очень такая этника. И плюс еще по преданию Иван Грозный должен был сделать столицей Руси Вологду. И они отстроили Кремль. И у нас белый, огромный Кремль, почти такая же копия, как в Москве. Серьезно? Да. Подожди, Вологда, я думала, это маленький город, в котором делают вологодское масло. Вот, еще масло, спасибо. Есть очень вкусное вологодское масло. Еще масло. Город маленький, это всего 300 тысяч. 300 тысяч человек, маленький. Но у нас огромная София. Вот если ты не была, я тебе советую съездить летом или зимой, вот какой-то такой сезон вот какой конкретный, не межсезонье, а вот какой, очень красиво. И зимой потрясающая красота, потому что белый крем, белый Кремль, да, не путать с кремом. Вот эти заснеженные, потом София огромная, да, то есть собор, да, собор,
Да, вот вообще архитектурный ансамбль вот этого Вологодского Кремля, это, конечно, возник какой-то, ну, очень эпично. Там есть колокольня со смотровой площадкой, и когда ты проходишь по смотровой площадке, вот этот момент, когда колокол, да, вот этот колокольный звон, и вообще, ну, потрясающе, очень красиво. Все Вологду. Очень красиво, да. Все Вологду. И город очень такой культурный. Город очень культурный, и вот возвращаясь к теме, вот как раз вот творчества, у нас в Вологде 5 профессиональных театров. На 300 тысяч человек это очень много. 5 профессиональных театров, больших, с такими залами, очень хорошо развита культурная как бы жизнь вся Вологды. И меня она, конечно, не прошла стороной. Так. Да, у нас есть еще замечательный театральный фестиваль в Вологде, вот этот Кремль как раз. Так. Его каждое лето, сейчас, по-моему, этот фестиваль проходит раз в 2 года, приезжают, есть такой всероссийский театральный фестиваль, называется «Голоса истории». Сейчас он уже мировой. Со всего мира приезжают театральные труппы и играют спектакли в Кремле, в архитектурном, в этом белом Кремле, который строил Иван Грозный с идеей сделать столицу. Вот это Кремль, это архитектурное собрание. То есть это не одна площадка, а там много-много разных площадок. Привозят световое оборудование, привозят, и все спектакли исторические, на историческую тему играются в Кремле ночью. Это, конечно, потрясающая какая-то штука. И я вот был воспитан вот таким с детства. Каждое лето 20 дней, ты каждую ночь в театре, опять же, в театре под открытым небом, в архитектуре, потому что все сохранено. Сохранены все дворы, все вот, знаешь, какие-то вот двери вот эти, знаешь. И вот эти спектакли все адаптируются под эту площадку. Сцену, да, строятся какие-то подмостки. Это потрясающие спектакли. Многие театры, включая московские, знаменитые, ставят спектакли ради вот участия в этом фестивале. 93-го года существует фестиваль, но вот с этого времени я вот был воспитан вот в театральности в какой-то. А, кстати, знаете, почему Иван Грозный не сделал Вологду столицей? Ну, почему? Потому что есть такая легенда, что когда он пришел отсматривать уже готовый Кремль, и там завершались работы, то Ивану Грозному, и, наверное, погуглите, что такое Иван Грозный, это Иван царь. Грозный все знают, да, Иван конечно. Грозный, Так. Ivan Terrible, да, как Ivan он the называется? Terrible, Да. да. Ему по преданию, и это есть в летописи, во время осмотра Вологодского Кремля ему упал кирпич на голову. Ради честности, ради правды нужно сказать, что это не кирпич, это кусок штукатурки. Просто потом уже, когда и передавали это предание из уст в уста, классное выражение, да, из уст в уста. Я посмотрел Анькин канал, знаю, что нужно говорить. Вот, из уст в уста, это когда mouth by mouth, да? Как-то. Да. Да, или как word of spread of word, как Ты меня позоришь, я не знаю, давай дальше рассказывай. Когда люди передавали, имеет место быть, когда рассказывается одна история, кто-то приукрашает. А на самом деле это кусочек маленькой штукатурки, и, конечно, Иван Грозный разгневался и сказал, это плохой знак, никакой столицы здесь не бывать. Вот, возвращаясь к актерству, как артистом стал самый популярный вопрос. Мне, кстати, очень... Спасибо, что ты спросила. Я пришел в театр... 505 раз? Да, я пришел в театр как зритель изначально. Так. Я не хотел, у меня не было амбиций играть в спектакле. Так. Я пришел как зритель, меня очень вдохновляла вот эта история какого-то потустороннего мира. Да, потустороннего, я имею в виду по ту сторону занавеса. Мне так понравилось в детстве, я сидел в зале, открывался вот этот занавес, и там был вот каким-то, знаете, залив какой-то, да, световой, да, цвет какой-то заливают, такой синий какой-то, и открывается занавес, и из темноты появляется какой-то другой мир. И меня это так всегда вдохновляло, я думаю, как? И я так туда сразу попадал, так уносилось, мне всегда было так интересно, как это все устроено. И я вот начал ходить зрителем, ходил вот так каждый день. У меня есть тоже смешная история про мои походы в театр. Есть же в театре закулисная часть, и есть в театре, зрительская часть. И вот когда видели, что мальчик, мне было 9-10 лет, ну какой шнобель. Ты сам ходил? Да, я ходил каждый день в театр, я просто приходил каждый день в театр. И все в зрительской части думали, что я ребенок кого-то из закулисья. Ага. Я же потом начал ходить за кулисы. А за кулисами думали, что я чей-то ребенок из зрительской части. То есть капельдинеров, там, кассиров, еще. Ни у кого даже идеи не могло возникнуть, что этот мальчик, который каждый день в театре, может быть просто со стороны.
И я вот помню, как я оказался вообще за кулисами. Это, наверное, был такой поворотным моментом моего какого-то желания вот оказаться уже, стать артистом. Я помню, что я ходил каждый день. Вначале я покупал билеты, потом на контроле просто увидели, что мальчик какой-то странный, ходит каждый день. Ну, это странно, действительно, мало кто ходит в театр каждый день. Это странно, я согласна. Странно. И она меня начала пропускать просто. Стоял, ждал, он видел, ребенок стоит, ждет, пока произойдет третий звонок. Третий звонок, они как бы понимают, есть ли у них места в зале. И если есть, они меня пропускали. Потому что они знали, что я пришел, смотреть, мне нравится смотреть. Они меня пропускали. Подожди, ты ходил на одно и то же каждый раз? Ну, как, театр, время от времени, конечно, получалось, что я ходил на одно и то же. Но театр в России, он существует репертуарно, то есть каждый день новое название. Утро-вечер, каждый раз новое название. Например, но это были детские спектакли или для взрослых? Все. Сначала я ходил на детские, а потом я ходил на взрослые. И в итоге я смотрел вообще все. Я посмотрел весь репертуар, я в какой-то момент начал коллекционировать программки. Программка это Playbill, да, Playbill. Я начал коллекционировать программки, их нужно было покупать, потому что их не давали бесплатно, в отличие от Америки. Я покупал, и вот в какой-то момент я вот дома насчитал, что у меня, например, спектакль «Маугли» я посмотрел 22 раза, спектакль «Поминальная молитва», супер взрослый спектакль по произведению «Шалом алейхем» я посмотрел 19 раз. С ума сойти. И это только тот момент, когда я начал покупать эти программки, то есть сколько я еще посмотрел до, я не знаю. И ты знаешь, вот, наверное, как раз, когда я смотрел по много раз один и тот же название, я уже начинал видеть нюансы. Потому что вначале ты смотришь сюжет, потом ты смотришь, декорации, наверное, потом ты слушаешь музыку, а потом ты начинаешь уже видеть нюансы. И я начал замечать, как играют одну и ту же роль разные актеры. Мне было так интересно. А потом эта женщина, которая на контроле работала, она увидела, что я, видимо, слишком интересуюсь, и она мне в какой-то момент сказала, что, говорит, ты знаешь, а ты хотел бы хоть раз оказаться за кулисами? Это была, конечно, моя мечта. Я никогда не был за кулисами. Я сказал, конечно, хочу. И она сделала какую-то волшебную вещь для меня. Я ей благодарен, вот знаешь, как будто как проводник. Что она сделала? В России в репертуарном театре утром в 11 утра спектакль и в 6 часов вечера спектакль. То есть во время, когда зрители уходят, начинается разборка одного спектакля, и начинается ставить декорации на другой спектакль, на вечерний. Она договорилась, что мне разрешат остаться в театре после окончания спектакля, и я просидел там целый день от утреннего спектакля до конца вечернего. И я видел весь процесс, как вот этот театр, да, как открывается, как это они все снимают, это все, одежду сцены. Потом, знаешь, как они там... Это была какая-то сказка просто была для меня. Я в этот момент влюбился, и все. После этого я был вообще на всем. И так, в какой-то момент я просто понял, что вот ходя, я взрослел, соответственно, мне было 10, 11, 12, 13, 14, 15. И к 16 годам я просто понял, что мне так нравится, мне так хочется оказаться там с другой стороны, что я просто, я предам себя, скорее всего, если я не пойду. Конечно, это очевидно, что тебя это интересовало. Потому что это был, знаешь, это даже не только интересовало на уровне головы, сколько интересовало меня на уровне сердца. Знаешь, когда вот ты любишь, призвание, тебе прям нравится, мне нравилось все. Мне нравилось занавес, мне нравилось, как там пахнет, мне нравилось, как там раньше в театрах все курили. Все курили, театр был прокурен насквозь. И вот этот запах прокуренных каких-то декораций, вот он прикольный. Вот в нем ничего, кстати, плохого нет, он просто такой специфический. Уникальный, да. Да. И плюс параллельно, как я был зрителем, я вот так рос в театре как зритель, в школе начали замечать, что я, во-первых, интересуюсь. Все учителя знали, что я хожу в театр, потому что в какой-то момент я начал советовать в школе, что смотреть. Потому что они знали, что я смотрел все. Они знали, что подойдет, что не понравится. И в какой-то момент... Потом учителей, ты, наверное, поймешь, учителей это очень, особенно по литературе, располагает, подкупает то, что у детей есть какое-то желание, какое-то, знаешь, там не идти в компьютер играть, а, мы разговаривали всегда, мы обсуждали какие-то спектакли, плюс я ходил на взрослые спектакли. Я посмотрел, ты знаешь, у меня есть такая штука, я очень не люблю читать. Вот это парадокс. Удивительно, вот это мой парадокс. Я очень не люблю читать, никогда не любил, но я столько посмотрел спектаклей в своей жизни, по несколько раз, я столько
У меня столько образов. Ввиду того, что в России, в Вологде было 5 театров, репертуарная политика была большая. Подожди, а ты ходил только в один театр? Или Сначала ты в все 5? один, да, у меня был один любимый. А потом я, конечно, уже окучивал все, потому что когда я понимал, что я уже чем 22 раз пойду на Маугли, лучше я схожу на новый спектакль в другой театр. Так. И я таким образом, знаешь, вот у меня рождалось вот это пространственное мышление. Я знаю, я могу с тобой подискутировать про Шекспира, про Короля Лира, про Шекспира, Гамлета. Это все было в моей детской голове, вот этими образами. И, блин, это было так здорово. Это очень здорово. И вот какая-то, знаешь, вот такая какая-то вот очень в творческом каком-то котле я вот как-то вот развивался. Оказалось, что я неплохо читал стихи сам, да. И мне давали вот эту штуку, как бы где-то выступать, какие-то линейки. Потом я начал конкурсы, потом я начал вести все мероприятия в школе, как ведущий. Потому что я неплохо говорил, у меня был громкий. Ну, это, видимо, природа уже, да, вот природные какие-то данные. Я говорил всегда громко, мне все было четко всегда, и меня звали. Потом меня начали приглашать на театральные конкурсы чтецов. А на конкурсах чтецов оказалось, что я начал занимать призовые места каким-то образом. Ну, неудивительно. Ну, и вот так, знаешь, вот это такой вот... Да, но это, знаешь, это так все... Вот оно, как вот я тебе рассказывал, оно вытекает все одно из другого. Очень, да. И потом появилась театральная студия в моей жизни. Потом у меня был первый опыт игры в любительском театральном коллективе. И у меня это получалось. Я приезжал... Вот, например, мы участвовали в каком-то театральном фестивале. Мы приезжали, например, и, например, главная мужская роль фестиваля. И вдруг мне дают диплом. Хотя там я играл там какую-то маленькую рольку, да, ну там в спектакле. Как-то, знаешь, вот мне со стороны это было, наверное, как знаком, что меня отмечают каким-то образом. Ты поступил в Щукинское училище, да? Это один из лучших вузов страны театральной. Да, я поступил в 2. Так. И вот опять же, когда я поступал уже, мои родители, например, конечно же, да, вот самое часто, наверное, мы должны рассказать для России. В России родители не очень любят, когда ты собираешься поступать в театральный вуз. Наверное, везде есть такое отношение к профессии, да? Родители всегда не посоветуют тебе этого. Наверное, в моем случае было очень сложно меня отговорить, потому что это настолько органически, я вот это рос к театру, тебя, да, что сказать мне, что, ой, ну может тебе не понравится, было, наверное, глупо со стороны родителей, потому что они видели, что мне нравится. Единственное, что мне родители сказали, что, говорит, давай, если ты поступишь в Москву, Москва это... Как бы лучшие все театральные школы находятся в Москве и в Питере одна. Вот. И есть 5 вузов таких самых знаменитых, в которые мечтают все поступить. Это Щукинское училище, Щепкинское училище при Малом театре, ГИТИС, школа-студия МХАТ при МХАТе имени Чехова и в ГИК, Институт кинематографии. Вот это считается большая пятерка. Туда поступить удача. Это просто удача. Какой конкурс там? Конкурс, вот в год, когда я поступал, набиралось 9 тысяч человек, был application, 9 тысяч было, и поступило на 40 человек. То есть это где-то 350 человек на место. Кошмар. Чтобы понимать масштаб вот этого прохождения, когда я поступил в Щукинское училище, все вологодские газеты написали, что вологжанин поступил в Щукинское училище. То есть, как бы, это просто, это круто, действительно, очень круто, большой конкурс, аудишн, все дела. Поступил я легко, поступил я в 2, и я выбирал. Я был в привилегированном положении, потому что я мог выбрать, куда бы я пошел, потому что обычно, конечно, ты не выбираешь. Почему ты Щуку выбрал? Сейчас расскажу. Давай. Щука, во-первых, я заранее съездил, посмотрел вузы. Школы все отличаются театральные. И Щукинское училище, оно всегда отличалось тем, что оно готовит артистов синтетических. Что такое синтетические? Это значит, ты хорошо танцуешь, ты хорошо поешь, ты хорошо двигаешься, ты хорошо фехтуешь и ты играешь. Вот это такой, раньше не было понятия мюзикл, и мы не знали, что есть жанр мюзикла, и мы называли это просто музыкальный спектакль. Вот я всегда мечтал играть в музыкальных спектаклях. И я понимал, что лучше, чем Щукинское училище, меня никто не научит. И я, когда пришел туда, сразу понял, что, вообще моя атмосфера, как мне нравится. Ты приходишь, ты сразу понимаешь, что все, твой дом. Вот, и я начал учиться. Здорово. Да. Так, и это было только начало пути. Хорошо, но мы так проскочим вперед. Ты отучился, закончил Щукинское училище. Закончил Щукинское, да. И что потом? Что потом? Когда мы учимся в театральном, у нас логическое продолжение карьеры – это попасть в театр в России. Да, мы все мечтали в театр.
В этом плане я был такой счастливчик, наверное, удачливый. Я начал играть в театре очень рано. Я начал играть в театре Вахтангова со 2-го курса уже. Вот. И когда я заканчивал вуз, я уже снимался в кино. Ты меня ведешь, как я оказался здесь? Я тебе спрошу, Да, задам как тебе я вопрос, оказался как ты здесь? оказался в Нью-Йорке. Да, потому что это следующая была веха Так. такая, да, и вот у меня была любовь к музыкальному театру, но я не знал, как это все называется, что такое музыкальный театр, что такое мюзикл. У нас не было таких названий. В Москве в тот момент, до 2008 года, не было ни одного мюзикла. По-моему, был только Метро первый, один да, был метро. И вот такие первые мюзиклы были, наверное, какой-то «Мамма Мия» спектакль был. Мой любимый. Да, и «Красавица и чудовище». Это были первые самые мюзиклы, в которые я просто пришел, влюбился. И вот начиналась вот эта движуха, и в 2009 году в Москву при посольстве США, вообще США в моей жизни, моей какой-то вселенной присутствует очень много с самого начала, посольство США организовало в 2009 году в Москве на конкурсной основе организовало бродвейскую школу для артистов музыкального театра, которая проходила летом. Это был конкурс, на который набирали где-то 20-25 человек, актеров, профессионалов, которые уже работали в театре либо в кино. Это была 2-3-недельная программа. Приезжали из Нью-Йорка звезды Бродвея. Мне, конечно, было интересно, я подал заявку, прошел. И вот это было 3 недели счастья в моей жизни. Я просто понял, когда это закончилось, что вот театр, которым я хочу заниматься. Я его не мог понять никогда, у меня не было названия. И вот приехали американцы и сказали, вот, я каждый день кайфовал. Я просто понял, боже мой, это вообще тот театр, которым я мечтаю заниматься. И у меня было все для этого. Я танцевал, я пел, я играл, у меня все было для того, чтобы заниматься. И, конечно, они подлили каплю масла в мой костер. Огонь, да. Да, потому что они сказали, что мне было на тот момент 21 год, да, в 2009 году мне был. И они подлили масло, они мне сказали, что Тёма, они меня назвали Том, потому что им будет так удобно выговаривать. Они говорили мне, Том, тебе надо этим заниматься, у тебя все данные для того, чтобы стать бродвейским артистом. Круто. Я не знаю, всем они так говорили, не всем, всех так подпитывали или не всех, неважно, в меня это попало. И я не мог дождаться следующего лета, пока не приедут снова. Потом случилось следующее лето, приехали новые педагоги, новые артисты. Я снова убедился, что я от этого просто кайфую, получаю удовольствие. И в 22 года, когда мне было уже исполнилось 23, я уже не мучился вопросом, я просто понимал, что все, я хочу научиться, я хочу стать профессионалом в музыкальном театре. Куда мне надо было ехать учиться американскому музыкальному театру? Понятно. На Бродвей. Понятно. И я начал узнавать, какие существуют школы, какие существуют гранты, как вообще что все происходит. И я оказался здесь. Моя подруга, моя однокурсница Щукинского училища, мы учились все на одном курсе, она загорелась Штатами. Она загорелась, она захотела учиться кино, да, она захотела поехать в Голливуд, она начала узнавать школы, она начала узнавать какие-то вещи, как это все устроено, и она собралась в какой-то момент летом, собралась поехать смотреть вузы. Она там сделала какой-то список, и у нее был в списке Нью-Йорк и Лос-Анджелес, и она собралась посмотреть вузы. Мы прилетели сюда, и я просто, у меня была просто мечта посмотреть Бродвей, я всегда хотел посмотреть, как выглядит вообще настоящий мюзикл, походить в театр, а у нее была задача походить по вузам. Ну, и я за ней хвостом. Она договорилась со Страсбергом, а в Страсберге идет расписание, идет много классов параллельно. Мы пришли, а она говорит, типа, я вот хочу пойти на класс импровизации посмотреть, и вот хочу на класс кино. Мне было неинтересно, что там на этой импровизации я увижу. Я увидел заветное 2 слова в расписании, которое называлось Musical Theater. И я такой думаю, все, иди свое кино смотри, я не пойду. Я говорю, я пойду смотреть музыкальный театр. И я, попадаю на класс 4-часового музыкального театра, как они преподают здесь на Бродвее. У меня вот такие глаза. Я в каком-то полном кайфе от того, как это происходит, как происходит момент обучения жанру. Любой класс по музыкальному театру строится из блока по движению и блока по вокалу, по пению. И блок по пению выглядел так, что каждый выходил, давал ноты концертмейстеру и пел перед всеми, и дальше это обсуждали. Обсуждали, и потом снова ты поешь, снова это. И я попросился, даже попросил у преподавателя сесть, все это, и начинается этот блок по вокалу, и вдруг
парень какой-то выходит и берет ту песню, которую у меня было соло на бродвейской школе в Москве год назад. На английском. На английском, да, это был мюзикл «Пиппин», и песня называлась «Corner of the Sky», «Уголок неба». Это был мой сольник, и у меня, знаешь, у меня просто, видимо, переворачивается в голове, я слышу эту музыку, вот когда играют, и, видимо, преподаватель это замечает, и он такой говорит: чего такое? Я ему говорю на каком-то ломаном языке, потому что я вообще плохо очень разговаривал, вообще практически не разговаривал. Я говорю: я эту песню, говорю, я знаю ее, пел. Он такой говорит: хочешь спеть? Я говорю: хочу. Это, вот, знаешь, вот момент вот такой, знаешь, как бы ту-ту-ту-ту-ту-ту. Сложилось. Он говорит: иди пой, иди спой, нам всем. Я спел, я неплохо пою. Вот. И мне препод, он закончился класс, он мне подошел и сказал: тебе надо учиться, заниматься этим. Говорит: у тебя талант, я тебе помогу. И он просто повел меня вниз в admissions, где это, и сказал: ребята, что у нас есть по программам по грантовым? Говорит, надо это. И я, насколько понимаю, он мне дал свои контакты все, и он мне сказал: подавай, приезжай учиться. Вы знаешь, все вот как-то, вот знаешь, вот как матрешка, оно все складывалось. И потом я подал, наверняка он мне написал cover, там какой-то letter, да, короче, меня акцептили в вуз. Все, я приехал учиться. Так я оказался здесь. Это NYU, это Strasberg NYU, направление музыкальный театр, двухгодичная программа. Мне дали полностью full cover покрытие всех денег, закрыли. То есть я не платил за образование. И как-то, вот знаешь, как-то все сошлось. Тём, спасибо тебе огромное. Просто было безумно интересно тебя послушать. Реально такой путь. И вот не верь после этого во Вселенную и в звезды, да? Я вообще дример. 100% мечтатель, да, потому что я знаю, как мечтать, я знаю, как мечты исполняются, и я вообще 100% верю вам, всем вот вам тоже желаю мечтать. Мечтаем, друзья, да. Знать, чего вы хотите, вы знаете, как вот знать не здесь, а вот знать вот как бы вот здесь, да, чувствовать, и вот все мои актерские классы, вот Танька давно занимается, знает, что я всегда про то, что как чувствовать, потому что это честно, за этим интересно всегда наблюдать, и это самое, наверное, ценное, что в нас есть, и отличает нас, вот, наверное, от роботов каких-то. Так желаю вам всем любить свое дело, заниматься, встречаться с теми, с кем вам хочется встречаться, кушать то, что вам хочется кушать, жить в том городе, в котором хочется жить, вообще делать все, что вам по душе. Да, все, что по душе. Друзья, и, кстати, у Артема на канале прекрасная коллекция русских стихотворений. Он замечательно читает стихи, я вам очень рекомендую, я оставлю ссылочку внизу. Переходите, пожалуйста, и посмотрите, и послушайте. Найдите текст и прогуглите, и это прекрасно для вас будет практика. Все тексты я специально для удобства оставляю в описании, потому что у меня большое количество иностранных ребят, которые слушают и хотят узнать русскую литературу. В основном у меня классика там, и я все тексты всегда дублирую, чтобы можно было послушать и почитать. Прекрасно, просто практика аудирования, да? Русские стихотворения, русская поэзия – это невероятно красиво, невероятно глубоко, так что идите, и будет вам счастье. Спасибо. Спасибо большое, Тём, за прекрасное интервью. Друзья, все, на этом мы закончим. Спасибо большое, что посмотрели. Увидимся в следующий раз. Пока. Я вчера, целый день потратил, целый вечер потратил. Мне нормально со звуком все? Ну, я надеюсь, что ты не испортишь мне видео своим тряпьем. Нет. Тряпьем? Ну да. Так. Но ты не бей, что я ты не бью, ткань поставил вот сюда вот. Так я же не вижу, я же сам клею. Кто из нас актер, Артем? Актер, а не звукорежиссер, правильно?